Всем привет, с вами Банана Мастер, и сегодня мы делаем домашку по 22 уроку. Начнем с первой задачи. В этой задаче я буду вводить название планеты, а далее после клика вывожу ее номер. Ну, например, ввел Земля, нажал на кнопку и увидел 3. Ну, это означает, что это третья планета от Солнца. Решение я начну с тела функции вот тут. И, как и обычно, я уже получил текст, который я буду вписывать. Все, что мне осталось, это проверить. Я вписываю V1 и добавляю кейсы. Первый кейс это у нас Меркурий. Если этот кейс дает true, ставлю 2 точки, что означает открываю тело кейса и прописываю, что ему сделать, а вывести 1. Также не забываем break, что означает конец кейса. Таких кейсов у меня будет 4 штуки под 4 случая. И я их всех переношу сюда. Также по задаче, если я ввожу какой-то непонятный текст, ну или несуществующую планету, мне нужно вывести undefined. Поэтому я прописываю default и говорю, что если совпадений вообще нету, то выведи undefined. Проверяем. Пишу Меркурий 1. Другую планету 2. Что-то непонятное. Undefined. Отлично. Можем переходить ко второй задаче. В этой задаче я буду вписывать роль пользователя. Ну, типа ввожу админ, юзер или гость. И исходя из того, что я написал, мне нужно менять цвет всей страницы. Если я напишу админ, то окрашиваю всю страницу в красный. Юзер в синий, ну и так дальше по вот этому примеру. Также, если я ввожу что-то непонятное, вся страница должна обратно стать белой. Первое, с чего я начну, это если мне нужно менять всю страницу, эту всю страницу нужно подключить в JavaScript. Ну, логично. Для этого я перехожу в HTML, нахожу body, ну потому что body отвечает у нас за страницу. Добавляю ему класс, по которому буду его подключать. И уже тут в коде подключаю в переменную body. Далее в самой функции прописываю условия, где буду сравнивать наш входной текст с разными вариантами. Ну, первый это у нас админ. И если админ дает true, открываем тело, берем body, стили и меняем конкретный стиль, то есть background. Если админ, то red, пишу red. Далее закрываю тело кейса. Дублирую этот момент еще 2 раза под юзера и гостя. И если юзер, то это у нас blue, если гость gray. Не забываем про вариант, когда совпадений вообще нету. Это означает, я буду использовать default. И в случае дефолта это у нас будет белый цвет. Также не забываем ставить break в конце, как тут, так и в прошлой задаче. То есть сюда, вот так. Про брейки будем говорить позже, ну вообще на следующем уроке. Так что пока просто их рефлекторно пишем. Окей, проверим нашу работу. Вписываю админ, клик, красный. Отлично. Давайте какой-то другой цвет гостя попробуем.
Отлично. Теперь что-то непонятное. Работает. Можем переходить к третьей задаче. В этой задаче я буду вводить название страны, в наш input. И исходя из того, какая это страна, буду выводить столицу. В нашем варианте это будет всего 3 случая. Если же я ничего не нашел, то есть ввел какую-то непонятную страну, то вывести no found. Решение в теле функции начинаю с того, что делаю условие по нашему входному тексту, и в нем сразу же первый кейс под первую страну. Двоеточие, открываем его тело и прописываем out3 inner.html равно столица. Также в самом конце ставим break. Этим действием мы закрываем кейс. Дублируем это 2 раза под Японию с Токио и под Германию с Берлином. Также в самом конце поставим default. И это вариант, если у нас совпадений вообще не было. Если их не было, я буду выводить no found. Окей, проверим. Введу Японию, клик Токио. Что-то непонятное, клик не найдено. Прекрасно. Можем переходить к четвертой задаче. В этой задаче я буду вписывать сюда день недели. И исходя из того, какой это день недели, я буду выводить это рабочий день или отдых. То есть с понедельника по пятницу рабочий, воскресенье, суббота, выходной. Было бы хорошо, если выходных было больше. Ладно. Также, если я впишу что-то, то, что не существует, какой-то непонятный день вот такой, то вывести вот это. Ответ прописываю в теле функции. Сразу беру наш входной текст и к нему кейс. Начнем с понедельника. Открываем тело и прописываем out4 inner.html равно рабочий день. Да, понедельник у нас всегда рабочий. После чего закрываем брейком. Также такую операцию повторяем несколько раз, где заменяем только кейс, точнее текст в кейсе. Что это у нас будет? Вторник, среда, четверг и пятница. Далее прописываем условия под выходные дни. Выходные это у нас суббота и воскресенье. И что обычно на выходных делают? Правильно, отдыхают. Добавляем default. Если совпадений вообще не было, то тогда мы выводим вот этот вариант действия. Проверяем работу. Я вписываю сюда рабочую среду. Проверяем понедельник. Проверяем выходные дни. REST отлично. И что-то непонятное, разумеется. Также работает. Можем переходить к пятой задаче. Работает она следующим образом. Я ввожу сюда какое-либо расстояние и при клике перевожу это расстояние в метры. То есть 1000 километров это у нас 100 тысяч метров. Или ввожу, например, мили, 1600 миль, то при клике получаю намного больше метров. То есть мы делаем такой легкий конвектор расстояния.
где все расстояние, которое я буду сюда вводить, оно будет преобразовываться в метры. Решение я начну с пятой задачи, с функции 5. Здесь я что сделаю? Первым делом напишу switch и буду проверять, что вообще, какую единицу измерения я выбрал в нашем селекте. Пропишу сразу в нем кейс под такие варианты, как километры. И если это километры, то мы их преобразовываем в метры следующим образом. Берем наше входное значение, вот это. Не забываем его с помощью плюсика преобразовать в число. И потом это число я умножаю на 1000. У нас такая формула получается. Далее, в самом конце ставлю break, что означает конец команды. Дублирую 2 раза. И прописываем вариант под мили. Миля это у нас 1,609. И под метры. Метры вообще никак не меняются. Мы их вот как приняли, так и отдали. Проверяем работу. 10 километров это у нас вот столько-то метров. Если выберу мили, то это уже вот столько миль. Метры в метры без изменений, разумеется. Если хотим немножко усовершенствовать нашу запись, я могу написать в самом конце вот так вот. Добавить километры, добавить мили и добавить метры. И по итогу, когда я буду выводить сразу с, видите, этой приставочкой, чтобы мы сразу понимали, что это. Кстати, это метры. То есть я вот так должен был сделать. И вот теперь, да, я вывожу с этой приставкой. Оп, это у нас столько-то метров. Мили, это вот столько-то. Отлично. Можем переходить к нашей 6-й задаче. В этой задаче я буду вводить какую-то из фраз ключевых, happy, sad, angry. И исходя из того, какую фразу я ввел, я буду менять цвет текста на соответствующий. Happy это у нас зеленый, sad красный, angry оранжевый, спокойный это blue. И если совпадений не было вообще, то black. Также важный момент, это нужно делать в реальном времени. То есть я не буду это делать при клике. Я вот прям буду вводить, и оно сразу же будет проверять, что я ввел. Решение начну с тела функции, прописывая в нем switch и проверяю входной текст. Проверяем мы его с помощью кейсов и сразу прописываем первый кейс, в котором будем брать happy. И если это happy, то мы берем что? Мы берем дивчик, в котором у нас написан наш текст. Берем style, что означает, что мы работаем со стилями. И с помощью color меняем конкретный стиль. То есть меняем на green. Также в самом конце ставим break. Копируем это пару раз. И прописываем это под такие варианты, как грустный, злой и спокойный, добавляя к ним правильные цвета. Когда мы все это прописали, нам нужно еще прописать default. То есть, если все дало false, то мы будем менять цвет текста на черный, на тот, который был с самого начала. Давайте проверим это. Но только сначала, конечно же, что мы сделаем? Мы эту функцию свяжем с этим инпутом, чтобы когда я только что-либо вписывал, у нас сразу же функция fun6 отрабатывала. Если я хочу это сделать, я беру наш input и говорю, что у тебя будет такое событие, как onInput. Присваиваю ему функцию fun6.
И в такой конструкции при каждом нажатии у нас будет отрабатывать вот эта функция. То есть я там начал писать, оп, сразу красный. Например, другая фраза и сразу синий. Видите, прям в реальном времени. Переходим к 7-й задаче. В этой задаче я буду вводить словом там full, half, low. И исходя из этого слова я вывожу соответствующий заряд. Ну, например, если я ввел full, то я вывожу 100%, ну, типа полный заряд. Я вывожу половину, то есть 50%. Начну с тела функции, сразу же ставим switch и открываем кейсы. Далее конкретный кейс на full. И если этот кейс дает true, то что мы делаем? Мы берем дивчик и выводим в него вот такую циферку. Когда команда закончилась, ставим break. Дублируем еще 3 раза под вариант 50, 20 и 0%. Не забываем исправить кейсы под каждый случай, чтобы оно работало корректно. Также нам нужно добавить еще default. Если я напишу какой-то непонятный текст, нам нужно вывести слово no. Так я и делаю. No. И финальный штрих — это что нам нужно сделать? Нам нужно добавить поведение этому инпуту, чтобы наша функция fun7 отрабатывала при каждом написании, при нажатии каждой клавиши. И это у нас будет точно так же. Я беру input, которому хочу придать поведение, пишу onInput, ну это название события, и говорю, что ты будешь работать тогда, когда мы что-либо в тебе будем нажимать. А точнее, ты будешь вызывать функцию fun7. Проверяем работу. No, no, no. Логично. Пишу low 20. Full 100%. Чудесно. Мы задачу сделали верно. На этом все. С вами был Бананомастер, разработчик, который может объяснить все.